Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Мне дали очень вкусный рецепт кофейного пирога, ну или торта, кто как называет. Он очень простой, туда надо маленькое количество продуктов, готовится он быстро, просто, недорого, ну в общем, начинаем. Нам понадобится обычный кефир 2,5% и 3 чайные ложки растворимого кофе, вот такого, любого. Отправляем в кефир. Значит, смотрите, какой момент. Вот так, 3 ложечки. Перемешиваем. Кефир не должен быть из холодильника. Значит, и кофе должно раствориться в кефире. Быстро, за 5 минут, кофе не может раствориться, поэтому сделайте это минут за 20, за полчаса, и кефир у вас как раз нагреется, постоит в кухне на столе и растворится до конца все кофе. Теперь яйца. Яйца тоже комнатной температуры, 2 яйца взбиваем в пышную пену. Во взбитые яйца отправляем сахар и тоже взбиваем в течение 3 минут на быстрой скорости по максимуму, чтобы сахар растворить. Теперь закладываем сливочное масло, но оно должно быть очень мягкое. Видите, вот так. Оно полежало ночь на столе у меня на кухне и стало таким мягким-мягким. Хорошо. Масло. И сюда же выливаем кефир. Вот посмотрите, он постоял у меня где-то около получаса и растворилось кофе. Видите? Такая однородная масса. Если кофе до конца не растворится, то вот эти крупинки будут попадаться потом в пироге. Это не хорошо, не вкусно. А так вот будет однородно. Хорошо, сюда же отправляем кефир и все перемешиваем. И теперь муку. Отправляем муку, все перемешиваем до однородного состояния. Так, вот такая смесь густоватая, ну, собственно, как на пирог у нас получилась. Теперь берем соду. Чайную ложку соды. Можно ли заменить на разрыхлитель? Не знаю. Рецепт был с содой, поэтому делала с содой. И пару ложек уксуса, потому что кефир может до конца соду не растворить. Так, можете, знаете, некоторые делают лимонным соком. Так тоже можно. Ну, я уксусом 9% делаю всегда. Хорошо, отправляем в тесто. Вот так. Теперь все перемешиваем и готовим формочку. Я буду печь в мультиварке, потому что в мультиварке я уже пекла, он реально получается. На программе выпечка 50-60 минут. Потом я открываю и проверяю деревянной палочкой, готов он внутри или нет. Если еще не готов, еще минут на 10 оставляю, но чтобы внутри не было сырого теста. Если у вас мультиварки нет и вы хотите печь в духовке, тогда я думаю, что нужно ставить где-то приблизительно 160-170 градусов и готовить до готовности, проверяя деревянной палочкой, чтобы внутри он был пропекшийся. Сколько займет времени, я в духовке не пекла, поэтому сказать не могу. Хорошо, теперь дно мультиварки и бока мультиварки, я капнула сюда немного масла, нужно смазать маслом. Вот так у меня получается, поднимается он очень хорошо. Ну все, отправляю в мультиварку и пеку. Пирог готов, пахнет очень приятно, вкусно. Пекся он у меня 60 минут. Я беру вот так вот пластиковый нож и по краям вот так вот продеваю, чтобы он хорошо вышел. Так, вот так красиво он выпадает, посмотрите. Теперь оставляем его вот так на столе, немного остыть, и пока приготовим крем. Берем 1 или 1,5 столовые ложки растворимого кофе. Сюда отправляем сметану. Сметана тоже должна быть не холодная, не с холодильника. Миксер в этом случае можно вообще не использовать. Отправляем сметану, тоже мешаем ее с кофе и даем ей постоять, чтобы кофе растворилось. Так, сразу же сюда, чтобы не терять время, сейчас я возьму ложку, отправляем сахар или несколько ложек сахарной пудры. Посмотрите, какая масса получается. Если оно постоит минут 20 на столе, вот эти крупинки кофе, они растают. Все, я оставлю, чтобы это все настоялось. Как раз остынет корж. Будем перемазывать. Прошло полчаса, посмотрите, полностью кофе растворилось. И остыл уже наш тортик. Теперь можно его разрезать и пропитывать. Получилась такая жидкая сметана. Отставляем ее в сторону. Теперь берем корж, его нужно разрезать на 2 или на 3 части. Я буду резать на 2.
Теперь две части нужно покрыть кремом. Так как крем жидкий, он будет хорошо впитываться. Я обычно делаю это в 2 захода. Один раз покрываю, он впитывается. Проходит где-то минут 15, я покрываю еще раз. Фактически вот этой большой прослойки крема между коржами не будет, но будут влажные коржи от крема. Крем сметаны, он очень легкий, он вкусный, с вкусом кофе. Вот так намазали 2 стороны, теперь оставляю на 15 минут, подожду и промажу еще раз. Когда 2 раза уже впиталось, теперь я накрываю один слой на другой. Теперь сверху поливаем оставшейся сметаной. Вот так. Так как она жидкая, она фактически пропитает просто наш пирог. Почему пирог? Потому что его нужно оставить на 2-3 часа, на 4. Можно на ночь, чтобы хорошо крем впитался. Тогда будет просто влажный пирог. Он очень вкусный, кофейного вкуса. Сверху можно посыпать, я буду тертым шоколадом, но можно взять дробленые орехи или даже любые сухофрукты мелко порезанные и украсить сухофруктами. Я посыплю вот так вот просто шоколадом и оставлю на несколько часов, чтобы крем хорошо впитался. Торт постоял пару часов, теперь я его разрежу, но буду резать в этот раз не треугольничками, а квадратами. Вот так смотрится в разрезе. Очень видно, что сочный, пропитанный, такой, знаете, пирог получился. Это именно пирог. На торт он не очень мне похож, а вот такой нежный, сочный, вот именно пирог. Хорошо, сейчас буду пробовать, потому что уже прям хочется его скушать. Вкус кофе. Я думаю, что лучше сделать к нему какой-то напиток, потому что кофе с чаем или кофе с кофе, ну не знаю. Сейчас буду пробовать, расскажу о своих впечатлениях, но мне он очень понравился, когда я делала его первый раз, и всем моим домашним понравилось, и смотрится он очень шикарно. Хорошо, я пробую, посмотрите, как нежно, вот так, оп. Так, ну что ж, пробуем. Сейчас дожую. Я вам скажу, что это вкуснее, чем торт. Такого явной прослойки крема нет, но он полностью пропитанный сверху и снизу. Он сочный, влажный. Такое впечатление, если есть с закрытыми глазами, что ты ешь какое-то пирожное тирамису, например. Ну реально с вкусом тирамису. Я не шучу. Ну реально очень-очень похоже. Ну мне так, по крайней мере, похоже. Поэтому сверху можете притрусить даже немножко какао. Потому что если шоколадки нет, то будет как раз в тему. Очень вкусно. Вот именно пирог. Нежный, сочный, готовится просто. Продуктов много не надо, недорогой. А еще и типа тирамису. Во! Вообще круто. Я считаю, что это идеальный торт. Пирог. Я буду готовить частенько. И по поводу тирамису. У меня на канале есть рецепт тирамису. Обязательно приготовьте. И как раз сравните пирог и само тирамису. И вы убедитесь, что очень-очень похоже. Хорошо, спасибо, что сегодня были со мной, спасибо, что подписываетесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Если кто-то приготовит, тоже напишите, отпишитесь, как вам понравилось или нет, потому что я очень довольна, супер-пупер довольна. Значит, что еще хотела сказать? Для тех, кто будет печь его в духовке. Я в духовке его не пекла, не знаю, пекла только в мультиварке. Поэтому, возможно, вам понадобится больше количества времени, например, на 170 градусов и дольше. И будете проверять деревянной палочкой. Вот тут вот может быть такой нюанс. Ну хорошо, спасибо, что сегодня были со мной, пока!